Приветствую тебя на канале Коварный Пересказ. Сегодня я расскажу тебе о фантастическом фильме «Эволюция». Осторожно, впереди спойлеры. Ночью где-то в пустыне Вейн достает из багажника машины женский манекен. После чего он запускает таймер, выламывает дверь и спасает манекен из огня. Она будет жить! Момент его триумфа прерывает падение метеорита. На следующее утро доктор Айра Кейн читает 30-летним студентам лекцию в колледже. В это время его коллеге Хэри Блоку сообщают об упавшем метеорите, в то время как он принимает зачет у студентки. После того, как в кабинет заходит Айра и интересуется, чем это его друг тут занимается, ученые отправляются на место происшествия. Хэри Блок, Геологическая служба США. Это мой секретарь Айра Кейн. Вейн говорит, что метеорит упал на его машину, когда он готовился к экзамену на пожарного. Это... точка проникновения? Оказывается, метеорит упал в подземные пещеры. Они спускаются в разлом и видят, как полицейские фоткаются на фоне обломка. Ученые хотят взять пробы. Когда они откалывают кусочек метеорита, из него начинает течь какая-то жидкость. Кровоточащий камень. В лаборатории они изучают образец. Айра не верит своим глазам. В собранной жидкости он видит внеземную одноклеточную форму жизни. К тому же эти существа плодятся с невероятной скоростью. Доктор Кейн выясняет, что ДНК пришельцев несколько раз круче земной. Он спешит сообщить новость Хэри, который по совместительству является тренером женской волейбольной команды. Хэри заглядывает в микроскоп. Сколько же клеток в одноклеточных организмах? Айра видит, что пришельцы эволюционировали в многоклеточные организмы. Тем временем сонный Вейн проваливает экзамен на пожарного. Айра и Хэри возвращаются к метеориту с группой тупых студентов. Славные босоножки. Особенно для пещер. За день вокруг метеорита разрослись грибы, а по земле ползают плоские черви. Студенты жалуются на мерзкий запах. В науке без вони никак. Доктор Кейн пытается рассмотреть червя получше, но тот умирает, вдохнув воздух. За обедом ученые видят, как черви в банке размножаются митозом. На секс нет времени. Облом. Вейн, который работает в бассейне, замечает на земле дохлых червей и идет по червячному следу. Он заглядывает в прозрачный бак и встречается лицом к лицу с агрессивной тварью. Айра и Хэри снова идут к метеориту за новыми пробами, но натыкаются на военных, которые оцепили периметр. Когда один из солдат слышит имя Айра Кейн, то пытается пристрелить ученого. Оказывается, военными командует бывший коллега Айры, генерал Вудман. Ему помогает ученая по имени Элисон Рид. Айра и Хэри утверждают, что это их открытие, но генерал в ответ гонит их ссаными тряпками с объекта. Айра же в ответ показывает Вудману задницу, которая приходится по нраву доктору Рид. Ученые судятся с военными за право принимать участие в исследованиях пришельцев. На допросе Айры суд выясняет, что его поперли из армии за экспериментальную вакцину от чумы, побочные эффекты которой вызвали настоящий обосралипсис среди военных. Это заболевание даже окрестили как... Холера Кейна, я помню. Вернувшись в колледж, они понимают, что кабинет обчистили военные, забрав все образцы. Что же делать? Под покровом ночи герои пробираются на базу, переодевшись в военную форму. Проникнув внутрь, ученые надевают защитные костюмы и на лифте спускаются в пещеру. Военные замечают их на записях с камер. За пару дней на месте падения метеорита вырос настоящий лес, в котором расплодились всяческие кракозябры. О, как в кухне на моей первой квартире. Хэри говорит, что задница одного из монстров очень похожа на задницу доктора Рид. Также он считает, что Элисон запала на Айру. Однако та слышит их переговоры из комнаты мониторинга и спускается вниз. В это время в костюм Хэри пробирается инопланетная муха. Они пытаются убить ее кислородом, но тогда она проникает внутрь ученого. Хэри везут в операционную. Муха ползает по его ноге, и врач предлагает ее ампутировать. Пришелец чует неладное и забирается в толстую кишку. Тогда доктор готовит щипцы, чтобы извлечь его ректально. Я дам вазелин. Нет времени на вазелин. Но вазелин всегда есть время! Наконец врач извлекает насекомое, но, к сожалению, оно погибает.
Тем временем на вечеринке в загородном клубе один из богатеев устраивает романтик для дамы, но обливается шампанским и идет к пруду, чтобы отмыть пятна. Из воды на него выпрыгивает злобная амфибия и утаскивает на дно. На следующий день у двери своего кабинета Кейн встречает Уэйна, который принес ему ту самую тварь. Парень говорит, что пока его ловили, чудовище задохнулось в яме с песком. Айра поджидает доктора Рид в отеле и предупреждает ее, что твари опасны и их нужно уничтожить. За обедом Уэйн спрашивает у ученых, не вторглись ли инопланетяне на Землю. В это время они слышат по рации полицейского сообщение о нападении животного и отправляются на место происшествия. В доме они находят труп чудовища и по червячному следу понимают, что оно выбралось из-под земли. В гостиную вбегает Уэйн и говорит, что нашел нечто стоящее. Они идут за ним и на окраине района видят целую кучу мертвых кракозябр. Инопланетяне пытаются дышать кислородом, но пока у них это не получается. Хэри догадывается, что твари расползаются по городу через систему пещер. Тем временем одного из пришельцев тошнит. Поздравляю, это мальчик. Тварь начинает дышать воздухом, а затем улетает в сторону города. Но, похоже, птеродактиль все же девочка, так как он летит в ближайший торговый центр за покупками. Ученые Уэйн вооружаются дробовиками, разбив витрину. Они думают, в какой отдел могла отправиться огромная хищная птица. Женского белья. Не ты, птица. Тварь берет заложники шоплифтершу и наматывает круги по торговому центру. Уэйн замечает микрофон и пытается привлечь птеродактиля пением. Айра уже готов пристрелить парня, когда тварь отвечает на зов. Хэри ловит девушку, а Айра метким выстрелом убивает птеродактиля. Пока герои празднуют победу, СМИ сообщают о наплыве инопланетных тварей. Губернатор отчитывает военных за то, что они выпустили ситуацию из-под контроля. Доктор Рид показывает на графике, что через 2 месяца пришельцы захватят Америку. На совещании врываются Кейн с напарниками и говорят, что подстрелили одну из тварей. Генерал озвучивает свой гениальный план. Он предлагает эвакуировать людей и выжечь пришельцев напалмом. Губернатор против таких радикальных действий. А Айра говорит, что это может привести к непредсказуемым последствиям. Пока не спорят, пришельцы уже успели эволюционировать до приматов. Они ломают камеру наблюдения и выключают свет. А потом пробираются внутрь комплекса. Завязывается потасовка. Уэйн убивает пришельца, и губернатор говорит военным, чтобы они спалили этих тварей дотла. Генерал снова выгоняет героев с санными тряпками. Однако в этот раз к ним присоединяется доктор Рид. Военные заваривают вход в пещеры и готовят бочки с напалмом. Айра и компания возвращаются в колледж, и пока студенты празднуют конец света, Кейн пытается выяснить слабое место пришельцев. Хэри от безысходности начинает курить и бросает спичку в образец, который от контакта с огнем начинает бурно расти. Что с ними от напалма будет? Доктор Рид пытается сообщить генералу об открытии, но тот ее игнорирует. Студенты заботливо приносят доктору Кейну пиво и, увидев пришельца, говорят, что хотят себе такого домой. Айра рассматривает таблицу Менделеева на футболке доктора Рид, как вдруг его посещает гениальная мысль. Если для людей мышьяк является ядом, то для пришельцев это будет селениум. Айра высчитывает, что им нужно больше 2000 литров селениума, и это посреди ночи. Все присутствующие озадачены. И только тупые студентики знают, где его добыть. Они говорят, что сульфид селениума есть в их любимом шампуне от перхоти Head & Shoulders. Обоим по 5. На утро герои заливают весь собранный шампунь в бак пожарной машины. И под восторженные крики студентов едут бороться с инопланетянами. Они забираются в пещеры, и Хэри делает экспресс-анализ стен для выяснения их точного местоположения. К военным приезжает губернатор, чтобы лично посмотреть на фаер-шоу. Герои уже готовы намылить инопланетян, когда военные подрывают бочки с напалмом. Лишь чудом им удается вовремя сбежать из пещер. На поверхность вылезает гигантская амеба и готовится к делению. Тогда герои решаются на отчаянный шаг – поставить гигантской твари гигантскую клизму с шампунем. Они ищут плацдарм для атаки и находят огромную, смердящую клоаку существа. Почетная миссия поставить клизму монстру достается Хэри. Он со всей ответственностью подходит к своей работе, чтобы поквитаться с инопланетянами. Но тут очко пришельца делает жим-жим, и бедолагу засасывает внутрь. Монстра начинает адово пучить, герои делают ноги.
Инопланетянин взрывается и забрызгивает собой все вокруг. Город празднует победу. Герои получают заслуженные награды от губернатора. А доктор Кейн получает особую награду от доктора Рид. Он решил привить ей свою вакцину. А в конце фильма мы узнаем, что смотрели самую дорогую рекламу шампуня в истории. А вы, ребята, что думаете об этом фильме? Пишите, на что еще сделать пересказы. До скорого!